Не странно ли, что до Донателло я добрался только в 6-м фильме о Барджелло? Но, с другой стороны, он настолько все пронизывает, настолько все переплелось, что это, наверное, и не важно. Мы ведь договорились, что хронологию соблюдать в этих фильмах не будем, а о Донателло все равно приходится вспоминать чуть ли не через слово. Итак, мы в зале, который сегодня называется «Холл Донателло». То есть построен он был для заседаний совета. Причем, глядя вот на эти своды и зная время постройки, середина XIV века, мы уже понимаем, что строил его Нери де Фьораванти, о котором мы тоже довольно много говорили. Собственно, в этом зале не только Донателло, но еще и Брунеллески, Гиберти, Лука делла Роббия, Микелоццо, Дезидерио да Сетиньяно, Бертольдо ди Джованни, Агостино ди Дуччо. Поэтому все равно приходится выбирать, с чего начинать и о чем не говорить. Сегодня мы начнем с небольшого барельефа, от которого, на мой взгляд, так и веет какой-то нежностью. В Барджелло этот барельеф попал из палаццо Панчатичи по имени семьи, которая владела им в середине XVII века, хотя построен-то дворец был в середине XV. Это буквально в 5 минутах ходьбы от квартиры, в которой мы провели последний свой месяц во Флоренции. Создал его вот этот человек. Дезидерио да Сетиньяно родился, естественно, в городке Сетиньяно, про который мы уже несколько раз говорили, в семье, понятно, резчика по камню. Учился он у братьев Росселлино, у них была большая мастерская, и вместе с ними работал в Санта-Кроче, Сан-Миниато-аль-Монте. Довольно рано он получил важный заказ на создание усыпальницы для преемника Леонардо Бруни, замечательного канцлера Флоренции, и создал эту усыпальницу, очень похожей на ту, которую создал его учитель Бернардо Росселлино для самого Бруни здесь же, в Санта-Кроче. Вот так видно. Ну вот, что же касается нашего барельефа, Дезидерио довольно много работал в этом жанре. Вот, например, этот святой Иероним в пустыне находится в Вашингтоне, а мне очень нравится вот этот барельеф. Такой разговор двух двоюродных братьев, которые, кажется, настолько поглощены беседой, что не замечают ничего вокруг. Причем заметим, что все эти работы выполнены в низком рельефе, а тем не менее очень выразительны. Тут одна деталь, вот эти приоткрытые рты. Здесь рядом висит еще один Иоанн Креститель Дезидерио. Дезидерио было между 20 и 25, когда он его создал. Тот же приоткрытый рот, да? Это очень интересная вещь, особенно если мы сравним ее с работой Донателло, юный Иоанн Креститель, так называемая Джованнино Мартелли, по имени семьи Мартелли, во дворце которого она была до начала XVII века. Здесь тоже приоткрытый рот, примерно похоже вылеплены волосы. Иоанн Креститель Дезидерио моложе, нежнее как-то, я бы сказал, но насколько же более выразителен он у Донателло. И раз мы уж сравниваем этих двух скульпторов, имеет смысл сравнить их Марии Магдалин. Вот эту создал Донателло, тогда же в 1450-м. Она меня всегда
не просто потрясает, а приводит в какой-то ужас. Ведь мы привыкли совсем к другой Марии Магдалине. Вот Эрмитажные Канова, вот Тициан. Они же прекрасны в своем отчаянии, да? Донателло же показывает старуху, которая кается всю жизнь, и все ей не избыть свой грех. Вот она меня просто убивает этой полной безнадежностью. По-моему, совершенно страшная скульптура. А вот наш Дезидеро. Это создано через 5 лет после Донателло, явно он на Донателло смотрел. Тоже старуха, и это очень хорошая вещь, очень сильная вещь. Если не видеть вот эту. Вот вам и разница между хорошим, замечательным художником, но смертным, так сказать, и гениальным. Вот так же меня когда-то страшно потряс вот этот эль-грековский святой Петр. Эль-Греко создал множество версий этой картины, но когда ты стоишь перед этой, когда перед тобой человек ведет совершенно безнадежный разговор с тем, кого он когда-то предал, и ничего уже не изменить, даже если прощение получишь. Но вернемся в Барджелло к Дезидеро да Сатиньяно. Уже в конце своей короткой жизни Дезидеро да Сатиньяно получил заказ и выполнил вот этот алтарь святых даров для Сан-Лоренцо во Флоренции. Когда-нибудь, может быть, мы поговорим о нем подробнее. Но теперь к следующему скульптору в этом зале. Будучи в Ар-Сан-Микеле, мы говорили об алтаре святой Анны. Это фактически единственный скульптурный монумент там, если, конечно, не считать табернакля Арканьи, который скорее архитектурный, чем скульптурный монумент. Так вот, алтарь святой Анны изваял Франческо да Сангалло. Была во Флоренции такая целая семья скульпторов. Отец Франческо, знаменитый Джулиано да Сангалло, на которого, кстати, огромное влияние оказал наш старый знакомый Филиппо Брунеллески. Так вот, Джулиано был очень знаменит, он строил вот эту виллу в Поджио а Каяно, о которой я уже много говорил, Палаццо Гонди, о котором мы тоже упоминали в фильме о Пьяцца Сан-Ференци. И сам Джулиано да Сангалло оказал влияние на развитие Рафаэля и Леонардо. Брат Джулиано и 2 его сына были скульпторами. Франческо, о котором мы говорим, работал не только во Флоренции. Вот это надгробие он создал для совершенно замечательной церкви Санта-Мария-дель-Популо в Риме. Он был не только скульптором, но еще и замечательным медалистом. В Нью-Йорке в Метрополитен-музее несколько его медалей. Это одна, а вот другая. Это отец великого герцога Тосканского Козимо де Медичи. Так вот, здесь, в Барджелло, есть очень интересная работа Франческо да Сангалло. Это Иоанн Креститель. И можно, конечно, говорить о том, что он идеализирован, даже декоративен. Это все, конечно, так. Но давайте посмотрим, что здесь происходит. Ведь он идет, читая свиток, и не замечая ничего вокруг, он настолько погружен в это чтение,
что вот какой-нибудь такой современный Маргулис идет по улице с книжкой и натыкается на столбы, он не видит ничего. Вот для меня эта статуя может быть квинтэссенция понятия «народ книги». Но вперед-вперед моя история. В одном из фильмов о флорентийском баптистерии мы подробно говорили о ситуации, которая сложилась в 1401 вокруг вторых дверей баптистерия, конкурса, который проводился, и соперничеству Гиберти и Брунеллески. Победителем тогда вышел Гиберти, а вот оригинал, эти две панели, которые участвовали в конкурсе, висят здесь, в этом зале. Ну вот, а дальше довольно необычный экспонат, хотя тоже работа Гиберти. Когда люди ожидали конца света, который наступит в 1000 году, они в преддверии страшного суда пытались вымолить прощение у Бога добрыми делами. Например, люди богатые могли основать монастырь. Вот так в 999 году в Этрусских горах, поблизости от нынешнего городка Казентино в Тоскании, был основан женский монастырь Сан-Сальваторе-ин-Сальвамондо. У него была тяжелая судьба, но сейчас для нас важно то, что через 400 лет примерно в развалинах монастыря были найдены останки нескольких святых. И в какой-то момент Козимо иль Веккио, Козимо де Медичи, решил перенести эти останки во Флоренцию, вот в эту церковь, Санта-Мария-дель-Анджели. Кстати, эту ротонду строил Брунеллески. Ну вот, Козимо иль Веккио попросил Гиберти построить реликварий для этих останков. Теперь этот реликварий стоит здесь, в Барджелло. Ну вот, следующий художник почти забыт и очень напрасно. Бертольдо ди Джованни, который создал вот этот барельеф с распятием, скорее всего, был одно время ассистентом Донателло. Он, в частности, помогал знаменитому мастеру в работе над этими двумя кафедрами в Сан-Лоренцо. Донателло был тогда уже стар и охотно пользовался помощью грамотных скульпторов. Тем более, что Бертольдо-то был его учеником. Собственно, Бертольдо-то их и заканчивал после смерти Донателло. Кафедры эти весьма знамениты. И не зря. Когда-нибудь мы о них поговорим, когда попадем в Сан-Лоренцо. А это удивительное место. Ну вот, после смерти Донателло Бертольдо ди Джованни, сам уже под 60, продолжал самостоятельную карьеру и даже стал главой той самой академии, которую создал для художников и скульпторов Лоренцо Великолепный. Бертольдо и жил тогда в резиденции Медичи в Палаццо Веккио. Эту академию посещали, а значит учились у Бертольдо, художники, о которых мы так много уже говорили. Рустичи, Якопо Сансавино, Баччо де Монтелупо, Микеланджело, а значит именно Бертольдо протянул эту ниточку от Донателло к Микеланджело. Ведь его влияние на молодого гения неоспоримо. Вот, например, есть такой барельеф в Барджелло Бертольдо ди Джованни «Битва». А это молодой Микеланджело.
Эта бронза тоже здесь, во Флоренции, в музее Каса Буонаротти, так сказать, дом-музей Микеланджело. Явные параллели, да? Еще один пример. Орфей Бертольдо ди Джованни и Купидон Микеланджело. Явно видно влияние на молодого Микеланджело его учителя. Вот примерно тогда Бертольдо ди Джованни и создал этот барельеф с распятием. До некоторой степени можно сказать, что Бертольдо ди Джованни разработал вот этот особый вид бронзы, малая бронза для частных коллекций. Может быть потому, что именно в это время Лоренцо очень увлекался такой бронзой. Но не только малой бронзой занимался Бертольдо ди Джованни. Например, вот этот фриз на Медицейской вилле в Поджо-а-Каяно, к которой я возвращаюсь время от времени. У меня и целый фильм есть о ежегодном празднике на этой вилле. Так вот, фриз этот сделал тоже Бертольдо ди Джованни. Собственно, на этой вилле он и умер в 1491. Пару лет назад Frick Collection в Нью-Йорке устроила выставку этого почти забытого скульптора. Были на ней представлены и медали, он еще и был медалистом замечательным. Ну, вот, пожалуй, и все о нем. Хотя не все о барельефах и распятии. Жаркие споры до сих пор идут по поводу атрибуции вот этого распятия, так называемого Medici Crucifixion. Вазари пишет, что это Донателло. Хотя и он признает, что эту работу атрибутировали разным людям. Табличка под барельефом в Барджелло уже сомневается в том, что это Донателло. Какие-то источники говорят Донателло, просто поздний. Но вот вполне солидный двухтомник The Art of Florence по этому поводу весьма энергично заявляет: «Да вы что, ребята, не может это быть Донателло, там столько несоответствий. В лучшем случае это один из его учеников, и то вряд ли». Так что, может быть, это тот же Бертольдо ди Джованни? Но ведь сделано-то мастерски. Мы когда-то в фильме «О вторых дверях Гиберти» подробно обсуждали высокий рельеф, низкий рельеф, пейзаж, используемый в барельефах, размеры героев по отношению к размеру всей вещи. Все это выполнено здесь технически великолепно. А Донателло был ведь очень разносторонним человеком, во многих жанрах гениальным. Вот, например, такой герб семьи Мартелли. Здесь же, в этом зале. Позолота по песчанику. Золотой грифон на красном фоне. Вазари считает, что это Донателло. И действительно, герб висит на шее человека, которому безумно тяжело держать этот огромный герб. С такой экспрессией выписано его лицо. Ну, кто еще мог так выразительно это передать? А Донателло с детства был близок к семье Мартелли, и поэтому, может быть, это действительно он. В этом зале много замечательных вещей. Мы уже говорили про этого Иоанна Крестителя, а в фильме о нишах Арсан Микеле мы долго обсуждали вот этого святого Георгия и говорили, что оригинал статуи находится в Барджелло. Вот он, здесь. Теперь на почетном месте в самом центре зала стоит знаменитый Марзокко,
лев Донателло. В руках у него щит с лилией, символом Флоренции. Собственно, Марзокко и сам один из символов Флоренции. Марзокко ведь происходит от слова «Марс», бог войны. Так вот, в средние века этот лев был единственной статуей на Пьяцца делла Синьория. На голове у него в те времена была корона и надпись, которая гласила: «Я коронован, чтобы все жители этого города были свободны». С тех пор Марзокко считается защитником города. На площади теперь копия, а оригинал здесь, в Барджелло. Ну вот, здесь, в Барджелло, еще одна работа, атрибутированная Донателло, вот этот мужской портрет, исключительно выразительный. Неизвестно, когда он был сделан, и атрибуция тоже не окончательна. Вообще, здесь, в Барджелло, довольно много скульптурных портретов, и многие из них очень интересны. Им надо будет посвятить отдельный фильм, а вот в следующем мы поговорим про 3 Давидов. Все 3 стоят в этом зале. 2 из них изваял Донателло в разное время и по разным поводам, а 1 – Вероккио. Продолжение следует.